Александр Северов, в криминальной среде Саша Север, один из самых известных воров в законе 90-х. Родился в тюрьме, где отбывала срок его мать. Отец – рецидивист с 27 годами за плечами. Детство прошло в интернатах, спецшколах, и с раннего возраста он оказался втянут в уголовный мир. Первый срок получил в 17 лет. Потом грабежи, разбои, драки, нарушения режима. Судимости шли одна за другой. Его не пугали ни карцер, ни срок, он принимал тюрьму как родную среду. В 1993 году, уже отбывая очередной срок, его короновали воры за характер, за жесткость, за умение держать слово. Так Саша Север стал смотрящим по Тверской области. Это был один из немногих регионов, где система работала строго по понятиям, его слово имело вес. Он контролировал зону, решал споры, отвечал за общак. Он всегда был прямым, не скрывал ни прошлого, ни позиции, никогда не стремился к богатству, не кичился статусом. Ему было важно сохранить лицо перед собой и перед теми, кто был внутри системы. Вне тюрьмы его знали по-другому. Михаил Круг называл его настоящим, уважаемым человеком. Именно Саша Север стал вдохновением для строки «Ветер северный» в песне «Владимирский Централ». Сначала в тексте стояло его имя – Саша Северный, но он попросил убрать, не хотел публичности. И все же известность пришла. Его стали узнавать не только в зонах, но и на воле. Он писал стихи, вел себя открыто, общался с журналистами, не искал славы, просто не прятался. В 90-х Саша Север действительно был символом тверского криминального мира. Его не боялись, с ним советовались. Он не приказывал, он наводил порядок. Его слово могло остановить любую конфликтную ситуацию, от простого спора до вражды между группами. Он не был ни политиком, ни легендой, но в то время и в том месте он был тем, на кого смотрели даже те, кто не признавал чужих. В начале 2010-х к Саше Северу все чаще начали возникать вопросы. Некоторые считали, что он стал слишком публичным. Он действительно давал интервью, высказывался по громким темам, участвовал в музыкальных проектах. В глазах части воровской среды это выглядело как нарушение основного принципа – вор в законе не должен быть на виду. В 2011 году Северов попал в громкую историю. Его задержали на московском вокзале Санкт-Петербурга. При нем нашли героин и использованные шприцы. Позже он признал, да, зависимость была. Но это был эпизод, а не образ жизни. Тем не менее, этот случай стал одним из аргументов для его оппонентов. В 2014 году состоялась воровская сходка, где прозвучало главное – Александр Северов подлежит раскоронованию. В этом участвовали серьезные фигуры, в том числе Сергей Волков, который считался жестким и принципиальным решальщиком в этих вопросах. Его раскоронование стало шоком даже для близких. Официально Северов дал показания на ряд лиц. За это его наказали жестко, не дали даже встать и принять решение стоя. Это не вынесли в массу, не из уважения, а чтобы молодежь не разочаровалась в воровской системе. Причины назвали сразу несколько: участие в публичных проектах, упоминание имени в прессе и песнях, нарушение внутренней этики, эпизод с наркотиками. Для любого другого человека это стало бы концом. Раскоронование в уголовной иерархии не просто потеря статуса. Это падение, это исключение. Многие, кто был в такой ситуации, либо исчезали, либо становились жертвами разборок. Но Саша Север повел себя иначе. Он не спорил, не оправдывался, не просил пощады. Он спокойно ушел. Не в лес и не в бега, а в сторону. Без показухи, без конфликтов, без угроз. Те, кто знал его лично, восприняли это с уважением. Даже те, кто участвовал в решении, не говорили о нем с пренебрежением, потому что в этой истории не было предательства. Был выбор – остаться собой даже без титула. После раскоронования Саша Север не исчез. Он не переехал за границу, не ушел в тень, он остался в Тверской области. Построил дом в деревне Кушалино. Высокий бетонный забор, камеры, железная дисциплина. Дом больше похож на крепость, чем на уютное жилье. Он не возвращался в преступную среду, но и не порвал с ней полностью. К нему по-прежнему обращаются не как к вору, а как к человеку, который может разобраться в ситуации. Он не дает интервью каждый день, но когда говорит, его слушают, потому что у него есть одно, что не купить опыт. Сегодня он пишет стихи, занимается творчеством, поддерживает молодых исполнителей, связанных с шансоном. Один из них – Максим Дорохин, чей голос часто сравнивают с голосом Михаила Круга. Говорят, именно Северов стал его неформальным наставником. В одном из своих редких интервью Александр Северов сказал: «Я не горжусь своей жизнью, но и не отказываюсь от нее. Все, что я сделал по-своему». Его не приглашают на телевидение, он не пишет книги, он не создает легенды о себе.
но в определенных кругах его имя до сих пор произносится без насмешек, потому что, несмотря на раскоронование, он прошел свой путь достойно, не герой, не мученик, не икона, просто человек, который знает цену правилам и цену тому моменту, когда ты сам перестаешь им соответствовать. Если вам было интересно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы поддержать работу над подобными видео. И если вы хотите увидеть продолжение, напишите в комментариях, о ком рассказать дальше.